Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы вяжем очередную красоту от Хитоми Шида. Узор номер 160 из книги Хитоми Шида «260 узоров». Вот посмотрите, как этот узор выглядит в книге. Мастер-класс я делаю по просьбе Ирины Рукоделия. Она прислала к нам свою просьбу в Инстаграме. Давайте посмотрим на схему. Я положу ее рядом с узором. Схема этого узора большая. Здесь несколько элементов. Центральный аран с ажурным элементом. И по краям этого арана две вертикальные дорожки из больших косичек и маленьких косичек, которые образуют вот такие колечки. Мы не будем вязать с вами полностью всю схему. Мы с вами свяжем две дорожки, дорожку из косичек, маленькую дорожку и центральный основной узор. Хочу обратить ваше внимание, что раппорты каждого элемента разные. У маленькой дорожки с колечками раппорт 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Раппорт косички побольше составляет 6 петель в ширину и 16 рядов в высоту. И уже центральный узор 17 петель в ширину и 38 рядов в высоту. Но так как здесь повторяются отдельные фрагменты в узоре, мы не будем полностью вязать все 38 рядов. Для тех, кто с нами вяжет первый раз вяжет японские узоры. Все японские схемы, в частности у Хитоми Шида, вообще все азиатские схемы, составлены так, что петли на них обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. По этим схемам легко вязать по кругу. Мы просто вяжем, читая все ряды в схеме справа налево. Все ряды здесь лицевые в круговом вязании, и по кругу вязать легче. При поворотном вязании у Хитоми Шида под каждой схемой всегда есть обозначение. Вот пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне, а в изнаночном ряду при поворотном вязании мы будем вязать ее лицевой петлей. И также наоборот, если петля лицевая на лицевой стороне показана, то в изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. Этот узор еще хорош тем, что в изнаночных рядах петли провязываются по рисунку. Это облегчает вязание и убыстряет его, конечно. Еще хочу сказать тем, кто не понимает условные обозначения в японских схемах, у нас есть цикл видео по расшифровке условных обозначений, как читать японские схемы и вязать по ним. Ссылки на эти видео смотрите под каждым нашим роликом с японскими узорами. Еще хочу сказать, кому не нравится ажур в центре, вот это, как бы ромбик, можно вязать узором рис, можно вязать просто изнаночной гладью, тоже будет очень-очень красиво. Итак, мы с вами договорились, вяжем две вертикальные дорожки и центральный узор, между ними изнаночные петли. Для этого нам нужно набрать 37 петель плюс 2 кромочные. Мы будем вязать на 37 петлях. Первую всего набираем 39. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Еще нам понадобится дополнительная спица. Схема будет перед вами, вам будет видно. Смотрите на схему, смотрите на как я вяжу, слушайте, что я говорю, и у нас все получится. В книге у Хитоми Шида 260 узоров, в отличие от книги 250 узоров, в каждой схеме первые два ряда установочные. Они не входят в раппорт узора. Они служат для подготовки к узору. И если вы вяжете узор сразу после резинки или каймы, то вязать эти два ряда не обязательно. И еще первый установочный ряд всегда у него показан лицевыми петлями. Мне это не нравится, это неудобно. Я первый ряд вяжу точно так же, как второй. И вот схему я уже тут чуть-чуть переделала.
Итак, вяжем первый установочный ряд. Сразу после кромочной вяжем 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных в конце ряда. Второй установочный ряд, изнаночный ряд, и все изнаночные ряды в этом узоре мы провязываем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Здесь будут еще накиды. Накиды мы тоже будем провязывать изнаночными петлями. Эти ряды я видео всегда пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Я говорю только номер ряда. Провязали 2 установочных ряда, сделали подготовку к узору и начинаем вязать сам узор. Первый лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 изнаночных, я прошу прощения, 3 изнаночных. Далее 4 петли нам нужно перекрестить в левую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 лицевые и петли, оставленные перед работой, мы тоже провязываем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных и вяжем другую косичку. 2 петельки нужно перекрестить в правую сторону. Одну петлю оставляем за работой, я просто меняю петли местами. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевой вторую петлю и затем лицевой провязываем первую петлю. И 2 петли перекрещиваем влево. Первую петельку оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю и затем провязываем лицевой первую петлю, которую мы оставляли перед работой. Далее будет 3 изнаночных, затем 2 лицевых, 4 изнаночных, теперь нам нужно перекрестить 5 петель влево следующим образом. 2 петли мы оставляем на дополнительной спице перед работой. И следующую петлю мы оставляем на дополнительной спице за работой. Я вот так вот предлагаю. 2 петли оставляем перед работой. Вот так. Вторую петлю оставляем на дополнительной спице за работу. У меня просто здесь одна дополнительная спица, и поэтому я показываю так. Провязываем 2 лицевых, затем провязываем 1 изнаночную со второй дополнительной спицы, которая была у нас за работой, и провязываем 2 лицевых с первой дополнительной спицы, которую мы оставляли перед работой. Далее будет 4 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных. Во втором изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Третий лицевой ряд. 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных,
2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну петлю оставляем перед работой, меняем петли местами, провязываем лицевой вторую петлю и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Теперь 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Можно первую петлю оставить за работой, провязать вторую петлю лицевой и затем первую петлю провязать лицевой. А можно сразу провязать лицевой вторую петлю, не снимая петель со спицы. Затем снимаем петли с левой спицы и провязываем лицевой вторую петлю. Первую петлю вернее. Вот так можно еще. Далее будет 3 изнаночных. Теперь 4 петли мы перекрещиваем в левую сторону. Вот я без дополнительной спицы перекрещиваю небольшое количество петель. Для тех, кто за мной записывает, я буду говорить, что я вяжу как будет с дополнительной спицей. 2 петли мы оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных. И петли с дополнительной спицы мы вяжем лицевыми. Далее 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Затем вяжем изнаночную петлю и повторяем. 4 петли перекрещиваем влево, 2 оставляем перед работой дополнительной спицы, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми и 4 петли перекрещиваем вправо. 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. В конце ряда у нас будет 3 изнаночных. И в 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 5-й лицевой ряд. 3 изнаночных. 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо, одну оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. И 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля перед работой, провязываем лицевую петлю и провязываем лицевой петлю, оставленную перед работой. Далее будет у нас 5 изнаночных. Четыре петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Далее будет 5 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. До конца ряда провязываем 5 изнаночных. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 7-й лицевой ряд. 2 изнаночных. Теперь 3 петли перекрещиваем в правую сторону. 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевых, петлю с дополнительной спицы провязываем изнаночной. Дальше 3 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми.
Затем у нас будет 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем влево, оставляем первую петлю перед работой, провязываем лицевой вторую петлю, затем лицевой провязываем первую петлю. И 2 петли перекрещиваем вправо. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю и петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой. Дальше будет у нас 3 изнаночных. Затем перекрещиваем 4 петли в правую сторону. 2 петельки оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 изнаночных и петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Я советую вязать послабже. Все-таки здесь косички перекрещиваются довольно часто. Далее центральная изнаночная петля, и относительно этого центра вяжем узор в зеркальном отображении. 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем за работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. В конце ряда у нас будет 3 изнаночных, и в 8 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Девятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Первую косичку вяжем петли по рисунку в первой косичке. Далее оставляем одну петлю за работой, провязываем лицевую петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем лицевой. И 2 петли влево перекрещиваем. 1 петля перед работой, вяжем лицевую петлю и петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой. Затем будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 4 изнаночных и 5 петель перекрещиваем в левую сторону. Оставляем 2 петли на дополнительной спице перед работой. Я вот так меняю петли местами. Затем оставляем следующую петлю на дополнительной спице за работой. Провязываем 2 лицевые. Провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спицы, которую мы оставляли за работой, и провязываем 2 лицевые петли, которые мы оставляли перед работой. Далее будет у нас 4 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных. И в 10 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 11 лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 лицевые петли перекрещиваем в левую сторону, 2 лицевые петли перекрещиваем в правую сторону. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Далее смотрим на схему. Там такой интересный знак, который многих пугает. Вяжем это так. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой.
провязываем 2 лицевых. Затем петли, оставленные за работой, мы провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону, вот за передние стенки. И делаем накид. Все, провязали. Далее у нас будет 1 изнаночная петля. И теперь 4 петли мы перекрещиваем в левую сторону, тоже, чтобы у нас тут появился накид. Делаем накид. Оставляем 2 петли на дополнительные спицы перед работой. Не забываем про накид. Провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Вот они у меня изнаночные петли, мне нужно их развернуть. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И провязываем 2 лицевые с дополнительной спицы. Вот таким образом. Далее будет у нас 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных. И в 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Накиды вяжем изнаночными. 13 лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, провязываем их лицевыми, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, провязываем их лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петли, оставленные за работой, внимание, провязываем так: 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Изнаночная центральная петля. И 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Я разворачиваю петли, чтобы они у меня легко подхватились, ровно красиво легли. Делаем накид. Теперь 4 петли перекрещиваем влево. 2 оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую. Петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. И далее будет 2 лицевых и 3 изнаночных до конца ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вяжем 15 лицевой ряд. 2 изнаночных. Теперь 3 петли перекрещиваем влево, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевыми. Навстречу им перекрещиваем 3 петли вправо, 1 петлю оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петля с дополнительной спицей провязывается изнаночной. Далее будет 2 изнаночных, 2 лицевых петли перекрещиваем сначала в левую сторону, затем 2 лицевые петли перекрещиваем в правую сторону. Далее будет у нас 3 изнаночных и снова непонятный устрашающий знак. Берем дополнительную спицу, оставляем 2 петли на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые и петли с дополнительной спицы мы провязываем так. Сначала провязываем 1 изнаночную, затем делаем накид. И вот у нас последняя петля с дополнительной спицы,
и следующая петля на левой спице, мы провязываем их 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее вяжем 1 изнаночную, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. И снова провязываем петли особым образом. Здесь мы перекрестили 5 петель с накидом в правую сторону, теперь нам надо 5 петель с накидом в левую сторону. Снимаем первую петлю, не провязывая на правую спицу. Далее 2 петли оставляем перед работой на дополнительные спицы. Возвращаем петлю с правой спицы на левую и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Так. Делаем накид, провязываем изнаночную петлю и 2 лицевых с дополнительной спицы. В конце ряда у нас будет 3 изнаночных, и в 16 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Вяжем 17 лицевой ряд. Обратите внимание, что у нас закончился раппорт вот этой боковой косички длинной, и мы начинаем вязание этой косы с первого ряда. 3 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевых, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее у нас будет 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону и провязываем их лицевыми, 2 петли перекрещиваем в левую сторону и провязываем их лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет изнаночная петля и повторяем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет изнаночная петля, 2 лицевых и 3 изнаночных. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, 3 изнаночных, 4 лицевых, 3 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в левую сторону, обе петли вяжем лицевыми. 2 петли перекрещиваем в правую сторону, обе петли вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 1 изнаночная и повторяем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее будет изнаночная, 2 лицевых и 3 изнаночных до конца ряда. В 20 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. В
Вот посмотрите, мы провязали 20 рядов. Уже очень хорошо виден рисунок. Очень красиво получается, шикарный узор. И посмотрите внимательно на схему. Петли косичек мы вяжем по схеме. Мы уже повторяем, мы раппорт второй косички, а эти раппорты мы уже повторяем бесконечное количество раз. И я надеюсь, что вам это понятно. А вот петли центрального узора с 21 по 24 ряд, то есть 21, 22, 23, 24 ряды, мы будем вязать точно так же, как сейчас провязали в 17, 18, 19 и 20. И я предлагаю вам провязать эти 4 ряда самостоятельно. Я надеюсь, что вам уже понятно, как вязать вот боковые косички, и они уже не столько нас интересуют, сколько нас интересует вот центральный красивый этот узор. Итак, повторяем следующие 4 ряда с 21 по 24 ряд. Провязываем самостоятельно. Провязали 25 рядов. Посмотрите, как красиво получается. В косичке сделали перекрещивание влево и направили стороны косичек вправо и влево. Эту косичку мы вяжем уже как обычно. Ну и вот что у нас получается с центральным узором. Вот такой красивый ажур. 25 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо, провязываем их лицевыми, 2 петли перекрещиваем влево, провязываем их лицевыми. Далее будет 3 изнаночных. Теперь 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные перед работой, тоже вяжем лицевыми. Далее вяжем лицевая, изнаночная. Делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, делаем накид, изнаночная петля, лицевая, 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. И в конце ряда у нас будет 3 изнаночных. В 26 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 27 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем влево, вяжем их лицевыми, 2 петли перекрещиваем вправо, вяжем их лицевыми. Далее будет 3 изнаночных и переходим к центральному узору. 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице перед работой, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Далее у нас будет 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная петля, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 4 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевых, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Затем у нас будет 2 лицевых и 3 изнаночных. В 28 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 29 лицевой ряд,
2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем вправо, провязываем обе лицевыми, 2 петли перекрещиваем влево, обе петли вяжем лицевыми. Далее будет 3 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы вяжем лицевыми. Затем 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Две петли оставили за работой, провязали 2 лицевые и петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Далее будет 2 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных. В 30 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали 30 рядов. Изумительный получается узор. И теперь давайте посмотрим на схему. Вертикальные боковые дорожки, вот длинная коса и маленькие косички, их нужно продолжать вязать по схеме. Вот 30 рядов мы вот эти привязали. И сейчас нам вот этот нужно провязать с 31 по 38 ряд. И вот боковые дорожки мы вяжем по схеме, повторяя уже раппорт, который мы уже провязали. А центральный узор с 31 по 38 ряд будет у нас вязаться точно так же, как мы вязали с 1 по 8 ряд. Эти две части схемы совершенно одинаковые. Но это не значит, что центральный узор повторяется вот с 31 ряда. То есть 31 ряд нужно вязать как первый, это не значит, что это конец раппорта. Нет, конец раппорта в 38 ряду. Далее раппорт центрального узора повторяется с 1 ряда. Но вот эта часть, еще раз повторяю, с 31 по 38 ряд вяжется точно так же, как мы вязали с 1 по 8 ряд. И поэтому ряды с 31 по 38 я предлагаю вам связать самостоятельно. Вот, я довязала до конца раппорта центральный узор, вернее, я связала весь узор, но вот центральный узор до конца раппорта провязала. Ну, правда красота, ну просто красота. Мы научились с вами вязать вот такой красивый узор. Спасибо Ирине Рукоделие за идею мастер-класса. Это узор номер 160 из книги японского дизайнера Хитоми Шида «260 узоров». Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!